Сальве, с вами недовольный римлянин, и сегодня мы опять поговорим о Ридли Скотте. Ридли Скотт. Сколько исторически достоверного трэша, созданного под его руководством, мы уже посмотрели. И вот, когда мир едва не оказался на пороге ядерной войны, наш любимец решил добавить огненной смеси в разрушение нашей психики, заявив о выходе в прокат этой осенью сиквела своего некогда оскароносного кино под названием «Гладиатор». Красота. Сам фильм, к счастью, еще не вышел, однако уже имеется трейлер. Давайте же посмотрим, что творец предоставил взору широкой публики. Ну что ж, идущие в дурдом приветствуют вас. Судя по началу трейлера, главный герой — это Иван родства непомнящий, не знающий, кто его родители и откуда он, а потому напрашивается ощущение, что это сын Луциллы после глубокого похмелья, помноженного на сотрясение мозга. Но тут я, конечно, могу ошибаться. Может быть. А может и нет. Нам демонстрируют триумф Мандалорца, играющего в несуществующего в природе римского военачальника по имени Акакий. Или Акаций, или Тополь. Короче, а как его там так назвали, и какое отношение это имя имеет к Риму рубежа 2-3 веков нашей эры, спросить надо у Ридли Скотта. Въезжает он через несуществующую арку напротив Колизея. В наши дни рядом с Колизеем там находится арка императора Константина, возведенная более чем через 100 лет после описываемых в фильме событий. Одет, а как его там, в белоснежный белый плащ, словно это старший военный трибун или старший центурион легиона. На удивление, рядом с ним колесницей управляет воин в относительно адекватно сделанном кавалерийском шлеме конца 1 века нашей эры и адекватном чешуйчатом панцире. Более того, на морды лошадей надеты неплохие реконструкции конских налобников, поименяемых римлянами для хиппика-гимнастика. И не только. Встречают, а как его там, 2 малолетних дебилов в окружении претарианской стражи, которая, на удивление, одеты в нормальные шлемы Нидербибер, реально подходящие по периоду. Однако сами малолетние дебилы одеты в непонятные золотые доспехи с разрисованными золотыми рожами. Видимо, эти 2 персонажа являются никем иным, как 2 императорами, один из которых носит вместо пурпура белый плащ. Возможно, что таким образом персонаж пытается продемонстрировать зрителям, что он девственник или весталка. Кто же такие эти 2 малолетних дебила? Учитывая, что в кадре периодически светится постаревшая на 24 года Конни Нильсон, что играла в первой части в Луциллу, которая в реальности, как мы помним, отправилась к Аиду еще при жизни Комода. Поэтому событие, вероятно, происходит через 20 или 30 лет после финала первого фильма. В сознании историка здорового человека это должны быть никто иные, как сыновья императора Септимия Севера, а именно Каракalla и Гетта, которые, явно не были такими дегенератами, как их тут демонстрируют. Особенно Каракalla, который, хотя и был эксцентричным, но которого любила армия, как отличного воина и неплохого военачальника. На заметку, официальное имя Каракаллы было Марк Аврелий Антонин. Вот такая вот ирония. Нам демонстрируют морское сражение в Колизее, и в принципе письменные источники не противоречат данным кадрам. Но упоминание о навмахиях в Колизее относится к периоду правления Тита, при котором он и был открыт. Это была инсценировка битвы между коринфянами и коринфянами. Других упоминаний о морских сражениях в амфитеатре Флавиях мы не встречаем. Уже по его брате Домициане под ареной был расположен гипогей, сложная система переходов клеток и лифтов глубиной около 6 метров. Кстати, он продемонстрирован в первом фильме. Так что при попытке заполнить арену водой, она бы попросту протекла, как и мозг сценариста, придумавший это. Следующий кадр повергает в ступор.
демонстрируя штурм укрепленного крупного города Смоя при помощи кораблей с осадными башнями, словно это осада Сиракуз времен Второй Пунической войны, происходящая 400 годами ранее. Привет Индиане Джонсу! Черт! Это что еще было? Твою мать! И вопрос тут даже не относительно того, что хотя крупные корабли вроде Квинкеем отошли на задний план, уступив место Либурнам. Кстати, да, несмотря на распространенное мнение, но все же крупные корабли продолжили свое существование в период Империи. Правда, в гораздо меньших пропорциях, представляя что-то вроде флагманов и транспортов для VIP-персон. К примеру, у нас имеется упоминание о Квинкееме под названием Август, на которой некий классиай Равенского флота Тит Фульвий Непот служил в течение 24 лет, на рубеже вторых-третьих веков нашей эры. А в том, что римлянам в это время просто некого было штурмовать в Средиземном море, которое стало внутренним озером империи. Исключением могло быть, наверное, разве что Боспорское царство в Северном Причерноморье, уже давно находящееся к тому времени фактическим вассалом империи. С большой натяжкой совы на глобус авторы, возможно, пытались показать осаду Септимием Севером Византия во время гражданской войны. Но если речь и вправду идет о событиях через 20 лет после первого фильма, то данная осада явно не по адресу. И, конечно же, нынешнее кино нельзя представить себе без воительницы, бегающей в монтефортинском шлеме 200-летней давности. Именно при штурме крепости мы и знакомимся с главным протагонистом фильма, которого мандалорец захватил в плен. Его под свое крыло берет Дензел Вашингтон, которого после изображения на одном из скринов в фиолетовой одежде с перепуга народ принял за императора. Но зрителям расслабляться не стоит. Персонаж Дензела Вашингтона не только вхож в Римский Сенат, но и в самом Сенате заседают афроримские афросенаторы. Я понимаю, что к началу 3 века Сенат не был уже сборищем чистокровных римлян в 20-м поколении. Цезарь, к примеру, ввел представителей из Цезальпийской Галлии, были выходцы из провинций вроде Северной Африки, отличным примером чему является Септимий Север. Но чернокожие сенаторы — это уже перебор. В реальности Дензел оказывается диверсантом, желающим разрушить Рим. Он готовит государственный переворот, для чего в соответствии с его великолепной логикой Максим для бедных должен победить на арене. Как это работает, не спрашивайте. Ну, было такое в первом фильме, значит и тут должно сработать. Фраза почти один в один из Бен-Гура. И да, он тоже черный. Стоп. Да это же одна вселенная. Ах да. Тут также планируется поединок главного героя с военачальником, захватившим его в плен. Стоп. Создатели фильма «Помпеи» передрали это из «Гладиатора», а затем создатели «Гладиатора 2» передрали это уже у создателей «Помпеи». Логично, не правда ли? Ну и как в прошлый раз, главный герой становится любимчиком Луциллы, которая, видимо, по привычке опять мутит воду в государстве. Видимо, выучилась на политолога, вот и творит, что умеет. Она вновь ноет, что народ несчастен, и ему нужна свобода. Свобода в бывшей олигархической республике, где разные сенатские семьи со своими клиентами травили другие сенаторские семьи с их клиентами. Видимо, в сознании создателей в Древнем Риме не хватает только Конгресса, двухпалатного парламента, избираемого президента и ФБР с агентом Малдером. Ну и куда же без косплея? И что же это, спросите вы? Узрите смертное. Перед вами боевые носороги.
Серьезно? Да ну нахуй. Доброе утро, 300 спартанцев. На слонов у творцов уже, видимо, не встает, поэтому возьмем непропорционально огромных носорогов. Ну, взяли бы еще мамонтов, они еще больше. Достоверность ведь на уровне. При этом военачальник какого-то черта сражается на арене. А что, Команд же сражался, так почему а как его там и нельзя? Забывая, что выступать на арене для представителя римской аристократии это было сродни проституции. За это Комода-то, собственно говоря, и ругали. Надо же столкнуть двух персонажей на арене. Это чисто мои догадки, но впечатление, что Мандалорца, он же а как его там, разжалуют в гладиаторы, также заставляя драться на арене, столкнув в итоге двух оппозиционеров. Иначе зачем ему кромсать претарианцев? Но это лишь плод моего больного воображения. Может быть. А может и нет. Что же до матчасти? Шагом вперед по сравнению с предыдущим фильмом является то, что костюмеры наконец научились правильно застегивать сегментаты. Проблема в том, что все эти костюмы к описываемым событиям устарели лет так на 70, включая кольчужное плечи. Хотя Центурионы и бегают в относительно неплохих чешуйчатых доспехах с правильными плюмажами. На головах у них грубо сделанные шлемы типа Imperial Italic F из Хеброна, которые к описываемым событиям уже уступили место более развитым версиям вроде Imperial Italic H и тому же типу Нидербибер. Засветился и шлем, который в первом фильме пытались косплеить для претарианцев. Несмотря на относительно неплохо сделанные шлемы типа Нидербибер, кавалерийского образца, находящиеся по периоду, персонаж Мандалорца бегает с мечом типа Майнс, вышедшего из употребления уже во второй половине первого века. Ну и куда же без БДСМ наручей? Нам демонстрируют арбалет. Арбалеты в этот период уже действительно были у римлян. Вопрос обстоит в конструкции. Рукоять скрыта, поэтому действительно ли это реконструкция римского оружия, узнать мы сможем только после выхода фильма на экраны. Кстати, именно нормальных гладиаторских доспехов, судя по всему, мы так и не увидим. В общем, по матчасти пытались сделать лучше, чем в прошлый раз. Но в итоге что-то пошло не так, и сила аромата Анаши победила силу советов исторических консультантов. В целом, можно сказать, что для полной достоверности фильму не хватает только драконов и единорогов. Хотя да, единороги таки есть. Общее впечатление о фильме после просмотра трейлера складывается такое, что фильм больше напоминает не старого гладиатора, а копирует проходной экшен Помпеи, которая в свою очередь и пытался копировать гладиатора. И это приводит всех в ярость. Музыка Ханса Циммера, передающая окрас каждому моменту первого фильма, судя по второму короткому трейлеру, возможно, таки будет. Подводя общий итог, следует, что если первый фильм был добротной драмой, способной порадовать отличным экшеном, то продолжение – не что иное, как экшен, пытающийся всплыть за счет заслуг прошлой драмы. Хотя новый «Гладиатор» и так всплывет, ведь, как известно, подобное не тонет. Если вам нравится фэнтези, то лучше пересмотрите «Властелин колец». А на сегодня все. С вами был Недовольный Римлянин. Берегите свою психику и до новых встреч. Вале!